Бригитте Бут из Берлина в 84 года ходит в тренажерный зал 3-4 раза в неделю, тренирует ноги и мышцы корпуса, делает кардио, танцует, путешествует, работает и снимается как модель. Ее называют все Биби Квин, то есть королева Биби. Но самое интересное даже не это. Можно было бы решить, что Бригитте просто повезло с генетикой, и она всю жизнь была в прекрасной форме. Однако сама она опубликовала свои фотографии 2018 года и несколько лет спустя. Разница заметна настолько, что Бригитте иронично подписала сравнение примерно так. Вот вам и повезло с генетикой в кавычках. Получается, значительная часть ее изменений произошла уже тогда, когда ей было далеко за 70. По ее словам, к регулярным тренировкам ее приобщил нынешний партнер Марсель, и сегодня они занимаются вместе примерно 3-4 раза в неделю. Именно поэтому ее история интересна не как очередная сказка о человеке, которому от природы достались хорошие гены. Гораздо интереснее посмотреть, что Бригитте действительно делает сейчас и какие принципы повторяет из года в год. Начнем с того, что в ее публикациях встречается чаще всего. Первый принцип. Она продолжает тренировать мышцы. Бригитте не ограничивает физическую активность обычными прогулками. В ее публикациях постоянно появляются полноценные силовые тренировки, упражнения для ног, тренажеры, работа с сопротивлением и упражнения для мышц корпуса. В 83 года она с юмором написала «Мне 83, и я не пропускаю день ног». Но еще интереснее то, как она сама объясняет цель тренировок. В 84 года Бригитте сказала: «Сегодня я тренируюсь уже не для того, чтобы выглядеть идеально. Я тренируюсь, чтобы оставаться сильной для своей жизни, здоровья и будущего». Главная идея – мышцами нужно продолжать пользоваться, потому что возраст сам по себе не является причиной полностью отказаться от силовой нагрузки. И здесь мы подходим ко второй особенности тренировок Бригитте. Она уделяет большое внимание ногам. Если посмотреть ее спортивные публикации, упражнения для ног встречаются очень часто. Это вполне логично, потому что сильные ноги напрямую связаны с нашей способностью самостоятельно передвигаться. Пока человек может уверенно вставать, ходить, подниматься по ступенькам и сохранять равновесие, он сохраняет значительную часть своей независимости. Поэтому после 50 или 60 лет, возможно, полезнее спрашивать не только, как мне убрать живот или как выглядеть моложе, но и задавать себе другой вопрос: достаточно ли сильными останутся мои ноги через 10 или 20 лет? Для этого не обязательно выполнять тяжелый жим ногами. Подходящую нагрузку можно получать с помощью ходьбы, приседаний к стулу, подъема по ступенькам и других доступных упражнений. Но Бригитте не ограничивается только силовыми тренировками. Третий принцип – она сочетает силу с кардионагрузкой и обычным движением. Когда Бригитте было 82 года, после очередной тренировки она написала: «Кардио закончено». Вот такой образ жизни в 82 года. Само слово «образ жизни» здесь очень показательно. Кардио для нее не выглядит как короткий марафон похудения перед отпуском. Движение встроено в обычную неделю. При этом она не делает ставку на какой-то один вид активности. В ее жизни есть тренажерный зал, кардио, прогулки, танцы и активные путешествия. Именно такой подход можно применять практически в любом возрасте. Не обязательно становиться бегуном или каждый день проводить по 2 часа в спортзале. Намного важнее не допускать ситуации, когда большая часть суток годами проходит в кресле или на диване. Однако здесь появляется следующий вопрос. Начать заниматься способен почти каждый. Почему же большинство людей бросает? Ответ хорошо виден в подходе Бригитте. Четвертый принцип. Регулярность важнее кратковременного энтузиазма. В одной из публикаций она написала: «В 84 года 0 оправданий, полная концентрация». Далее Бригитте объясняет, что сила и устойчивость ее корпуса не появились сами собой. Она связывает их с постоянными тренировками. И вот здесь находится, пожалуй, самый скучный и одновременно самый важный секрет хорошей физической формы. Результат создается не одним необычным упражнением и не 7-дневным курсом омоложения. Он появляется тогда, когда человек повторяет полезные действия снова и снова на протяжении месяцев и лет. Бригитте регулярно возвращается в спортзал. Даже во время праздничного периода она публиковала тренировки и спрашивала подписчиков, продолжают ли они заниматься во время праздников. Но есть еще одна причина, по которой Бригитте удается оставаться активной.
Она не превращает движение исключительно в обязанность. Бригитте однажды написала: «Я люблю силовые тренировки, но иногда мне просто хочется немного попрыгать». Она объясняет это просто. Такое движение приносит ей удовольствие, дает энергию и улучшает настроение. Она много танцует. Причем танцы остаются частью ее жизни и в путешествиях. В 84 года, находясь в Санторини, Бригитте опубликовала видео и спросила подписчиков: «Потанцуете со мной?». Не обязательно копировать Бригитте, гораздо важнее найти такой способ двигаться, который не хочется бросить через месяц. Но ее подход к возрасту проявляется не только в танцах. Пятый принцип – Бригитте продолжает пробовать новое. Еще в 81 год она написала: «Даже в 81 ты не слишком стар, чтобы пробовать что-то новое». Это имеет значение не только для психологического состояния. С возрастом жизнь некоторых людей постепенно сужается. Они реже куда-то ездят, реже знакомятся с новыми людьми, меньше учатся и начинают избегать всего незнакомого. Бригитте поступает иначе. Она путешествует, осваивает социальные сети, участвует в съемках, примеряет новые образы, посещает мероприятия и продолжает получать впечатления, которые раньше никогда не испытывала. Поэтому здесь можно задать себе очень простой вопрос: когда вы в последний раз делали что-нибудь впервые? Для этого совсем не обязательно лететь на другой конец Европы. Можно пойти в новое место в собственном городе, освоить новый навык, записаться на занятия, попробовать другой маршрут для прогулки и познакомиться с новыми людьми. Следующий принцип связан с внешностью. В 84 года Бригитте написала: «Мне 84, и я все еще люблю наряжаться. Почему бы и нет?» Для нее мода не попытка притвориться молодой женщиной. Она говорит о ней как о проявлении любви к жизни. Это интересно еще и потому, что визуально мы определяем возраст человека не только по состоянию кожи. На наше восприятие одновременно влияют осанка, походка, движение, одежда, прическа, выражение лица и то, насколько свободно человек владеет своим телом. Именно поэтому два человека одного возраста могут производить совершенно разное впечатление. У Бригитте есть и еще одна необычная для ее возраста особенность. В 84 года она продолжает работать полный рабочий день. У нее есть расписание, обязанности, задания и постоянное общение с другими людьми. Ей регулярно приходится выходить из дома, взаимодействовать с окружающими и оставаться включенной в происходящее. Поэтому главный вывод здесь заключается не в необходимости работать до глубокой старости. Гораздо важнее иметь дело, которое заставляет человека оставаться активным и нужным. И отсюда, естественно, появляется следующий принцип. Бригитте сохраняет активную социальную жизнь. У нее есть друзья, работа, путешествия, мероприятия и отношения. Ее партнер Марсель моложе ее на 26 лет. Они вместе тренируются и путешествуют. В 84 года Бригитте не изолирована от людей. Ее жизнь по-прежнему наполнена разговорами, встречами и совместными занятиями. Поэтому, когда мы думаем о здоровом старении, полезно обращать внимание не только на количество шагов или калорий. Иногда стоит спросить себя, насколько активно мы вообще общаемся с другими людьми и не становится ли наш мир с каждым годом все меньше. И, наконец, один из самых важных принципов Бригитте – отсутствие волшебной таблетки. Сама Бригитте называет три основные вещи – регулярное движение, силовые тренировки и здоровое питание. Причем о питании она говорит довольно общее. В ее публичных материалах нет надежных подтверждений, что она придерживается какой-то диеты. Но настоящая история Бригитте намного интереснее, потому что она не предлагает простого чудесного решения. Ее результат складывается из обычных действий, которые она повторяет постоянно. И здесь мы возвращаемся к ее словам. Возраст – это число, но отношение к нему решает очень многое. Существует огромная разница между двумя решениями. Первое звучит так: «Мне уже 70, поэтому начинать поздно». А второе – «Мне уже 70, поэтому тем более нельзя откладывать еще на 10 лет». И история Бригитте особенно интересна именно вторым подходом. Посмотрите еще раз на ее фотографию 2018 года, а затем на то, как она выглядит и двигается сегодня. Бригитте не повернула время назад и, конечно, не стала 20-летней, но кое-что известно совершенно точно. После 70 она не решила, что работать над собой уже поздно.
Наоборот, она стала регулярно тренироваться, продолжала много двигаться, путешествовать, осваивать новое, общаться с людьми, следить за собой и оставаться профессионально активной. И сейчас, в 84 года, Бригитта говорит: «Я тренируюсь, чтобы оставаться сильной для своей жизни, здоровья и будущего». Возможно, это и есть самый полезный вывод из всей истории. Не пытаться любой ценой в 70 выглядеть на 30, а сделать все возможное, чтобы в 70, 80 и позже сохранять силу, самостоятельность и возможность жить той жизнью, которой вам хочется. И если кажется, что начинать уже поздно, вспомните фотографию Бригитты до ее трансформации. А что вы думаете об этой женщине и ее принципах, не стесняйтесь оставить в комментариях.